Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки в Марокко, потому что это было немного спонтанное, но очень увлекательное путешествие, поэтому надеюсь, что сегодняшний влог вам очень понравится. Я считаю, что по традиции нужно обязательно провести рум-тур, потому что пока я еще все не завалила своим барахлишком. Тут, конечно, классическая зона, чаечек, все дела. Тут большая кровать, буду спать до упаду. Вот такое вот у меня панно. А вид на бассейн, собственно, где я планирую завтра плескаться, если не замерзну, я все-таки не морж. Тут комплиментики от отеля, что они... У-ля-ля! Здравствуйте, здравствуйте, макарончики, фруктики. Но это, конечно, все прекрасно, вы же понимаете, да? Что самое интересное, это какой вид открывается с кровати утром. То есть ситуация номер раз. Вот такой вот вид. Я в восторге. Здесь очень тепло. В России, в Ростове и в Москве погода сейчас не огненная, а здесь я просто буду наслаждаться теплым климатом. Ну а вот, собственно, и наш отель Виши, который расположен недалеко от Касабланки. Дизайн номеров и самого отеля продуман просто до мелочей, все очень красиво, но нет ничего лишнего. Сразу по прибытии ощущаешь чувство спокойствия и такого умиротворения. Вид из номеров просто потрясающий, как вы, собственно, сами можете видеть на этих кадрах. Я была в восторге от того, как в этом отеле действительно можно отдохнуть и набраться сил. После сложного периода перед этой поездкой мне было это просто жизненно необходимо. Отдельного внимания в этом отеле, конечно же, заслуживает спа. Это просто космос. Бассейн с морской водой, хамам, баня, тренажерный зал и множество программ восстановления просто заставляют меня прямо сейчас сидеть и мечтать, как бы вернуться туда снова. И, кстати, в спа есть даже отдельная вип-зона отдыха, криосауна и множество другого оборудования для отдыха и реабилитации. Также существуют программы для похудения, детокса и даже для спортсменов. Что удивительно, в отеле не было туристов из России, основные гости из Франции, Испании, Германии и других стран Европы. В общем, сочетание идеального климата и наличие огромного спа – самый весомый для меня аргумент для повторения такой поездки в будущем. Ну, а на следующий день мы отправились в столицу Марокко – Рабат. Мы приехали в Рабат, у нас очень бодрый и веселый гид, долго до нас шел, потому что, как он объяснил, он здесь родился, и пока всем саламчики кинешь, то очень много времени проходит. Очень тепло, но я накинула кожаную курточку, потому что ветерочек, он как бы освежает, и пойдем смотреть на королевскую, как я поняла, резиденцию. Это была резиденция короля с королевской семьи с 12 по 17 век. Боже, тут маленький Кацони. Привет, малыш. Тут очень много котиков. Ну, этот очень красивый. Он очень симпатичный. Вот, два котишки. Еще один Кацони. Привет, сладенький. Ты мой хороший. Пока мы гладим Кацони, кто-то не очень доброжелательно нас смотрит. Может, это кто-то из его родственников? Кот, ты родственник того котейки? А ты? Он прям такой маленький. Гуляет тут по Рабату. Но, во всяком случае, они тут не брошенные явно. Они тут все себя хорошо чувствуют. Когда я сказала, что тут много котиков, ребят, я не преувеличивала. Вы посмотрите просто на этот прайд. О, какой ты красивый! Вам виден этот красавчик? Тут котики разных возрастов гуляют по исторической территории, но этот, конечно, просто красивущий. Из-за того, что мы увлеклись котиками, мы могли пропустить вот это потрясающее место. Обалдеть! Королевский дворец. Вот тебе атмосфера Марокко. Я даже не сняла вам, конечно, как выглядит местный туалет, но, поверьте, он тоже очень аутентичный и тоже в марокканском стиле. А здесь был хамам, нам сказали. Для королевской семьи он здесь находился, но сейчас его здесь нет, но он был раньше. Здесь сейчас находится музей. И я, может быть, сниму для вас все-таки туалет. Краешек. Смотрите. Опа. Он тоже фотогеничный. Конечно же, узнаваемая плиточка.
на полу. И, собственно, выставка. Нам рассказали, как называется этот цветок, и оказывается, он называется свекровь. Очень необычное название, но дело в том, что если вы его подмешаете в чаечек, то, что в нем внутри, то вы будете очень спокойны. Если добавите больше, то кого-нибудь отравите. Такая вот веселая история. Идем по узким улочкам. И здесь, собственно, вид на воду. Будет очень красивый. Сейчас я вам покажу его слева. Это, конечно, изумительно. Я знаю, что немножко не в тему, но идем, короче, мы по этим марокканским улочкам, и в голове песня из мультика «Аладдин. Арабская ночь. Волшебный Восток». Ну, просто потому что, как бы, здесь других вариантов не может быть. Так что «Арабская ночь. Волшебный Восток». Мы доехали до Мавзолея. Сейчас посмотрим, что здесь. Со вспышкой, конечно, внутри фотографировать нельзя. Очень цивильно все вокруг нас, если честно. Погода до сих пор отличная. И мы идем за нашим суетливым и очень активным гидом. Зашли мы внутрь Мавзолея, посмотрели на их отца нации, если можно так говорить, точнее на его гроб. Но, в общем, внутри я не снимала саму нижнюю часть. Гроб я сняла очень красивые потолки, стены, потому что, ну, как-то это странно все-таки снимать места, где люди похоронены, но отрицать то, что это очень красивое место вокруг. Ну, было бы глупо, действительно очень красиво. И Марокко поражает тем, что я думала, что это, ну, нельзя так говорить, что не такая цивилизованная страна, но как-то представляла себе чуть хуже. Могу сказать, что ожидания, слава богу, не оправдались. Мне здесь очень нравится. Так, это живой котик. Он просто не двигается, он замер. Ну, потому что он за кем-то охотится. Да, он за птичкой охотится. Представляете? Просто замерший котик. Охотничек. Если вы не верите, что это живой котик, вот я подошла поближе. И теперь видно, что это настоящий живой котейка. Он просто замер и не двигается уже, не знаю, очень длительное время. У меня сегодня очередное доброе утро, уже 4-й день. Мы находимся в Марокко. И сегодня, наконец-таки, я пройдусь утречком до завтрака на пляж, потому что я каждый день из своего окна вижу вот эту вот красоту, вижу этот океан, но ни разу сама до него не дошла, и обязательно до завтрака. Потому что после того, как я поем, мне кажется, я уже не такая впечатлительная и романтическая натура становлюсь, поэтому сейчас пойду погуляю, ну а потом, соответственно, конечно, надо будет покушать. И, кстати, это вообще не в тему влога, но сегодня у меня была такая проблема, что я первый раз столкнулась с тем, что линза высохла в моем глазу. Это очень странно, но, короче, я не смогла ее сдвинуть вообще. Люди, которые носят линзы, я не знаю, сталкивались ли вы с таким или нет. У меня началась даже какая-то паника, потому что линза настолько присохла к глазу, что я не смогла ее сдвинуть. Знаю, что это не очень интересная история, но вообще-то я с утра пережила такой неслабый стресс, поэтому завтрак сегодня точно мне пропускать нельзя. Еще одно не очень хорошее решение — надевать шлепанцы для долгой прогулки. Я не знаю, почему я решила, что мне будет удобнее, чем в кроссовках, но, в общем, в шлепанцах не так-то удобно. Так что в следующий раз обязательно на прогулку надену кроссовки, потому что как бы мне там по камушкам скакать придется. И, конечно, есть что-то вечное. Это любовь Алины к собирательству камней, которые кажутся ей красивыми.
Мое самое любимое занятие на пляже. И у меня такое желание забрать сразу все камни, которые мне нравятся. А нравятся мне очень многие. Не знаю, что я потом буду с ними делать. В некоторых странах их, по-моему, даже вывозить нельзя. Камни. Ну, кораллы точно. И камни даже. Слышала, они разрешают. Но я нашла такие вот красивые розовые камни. Камера передает цвет или нет? В общем, они прям розовые. Так хочется забрать, но есть ли смысл? О, я нашла еще один камень, в который просто влюбилась. Но забрать его я не могу. Посмотрите, как он выделяется на фоне остальных. Ой, ну, конечно, это миссия невыполнима. Все, закончим рубрику с моими любимыми камнями. Хит-парад от Алины. Посмотрите, это же как будто бы кусочек какой-то дорогой столешницы. Очень тоже красивая расцветка. Мне кажется, камера искажает, но вживую смотрится прям безумно, безумно красиво. Можно я просто ничего не буду говорить, чтобы вы понимали, если я вернусь очень-очень толстой, то это явно не моя вина. Ну, потому что это незаконно. Как бы, я понимаю, завтрак, все дела, но желудок-то у меня один. Ребят, я же не Альф. Что делать? Скажите мне, пожалуйста. Я вообще молчу про остальные ништяки, которые у них здесь подаются, потому что... Ой, запрещенка. Вчера я, кстати, не пошла на завтрак, чтобы вы понимали мою силу воли, потому что, ну, совсем это уже переходит все границы. Но сегодня, после прогулки у океана, я думаю, что я имею право ворваться с максимальной силой потребления калорий. Поддержите меня, пожалуйста, чтобы меня совесть не мучила. Ну что, мне кажется, уже хватит максимально чилиться у бассейна, потому что я уже красненькая, под тональным это не видно. Я приоделась в цивильный вид, а не только в халате теперь ходить же по отелю. В общем, мы сейчас выдвигаемся в Касабланку. Я обожаю фильм «Касабланка». Я знаю, что вряд ли будет что-то связано с этим фильмом, потому что, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я обожаю старое кино. В общем, кто бы мне сказал, что когда-то я окажусь в Касабланке, и когда я смотрела этот фильм, это просто что-то невероятное, поэтому сегодня я в более цивильном виде, собрала волосы, чтобы было не жарко. Надеюсь, что мой пучок продержится. И так приятно одеваться во что-то летнее, когда ты знаешь, что в России сейчас погодка, мягко говоря, не очень. Поэтому это меня вдвойне мотивирует наслаждаться тем, где я нахожусь сейчас, и, соответственно, дополнительно продлевать гардероб своему лету. Так что вот такой вот у меня сегодня достаточно легкий, понятный образ. Не буду говорить слово «лук». Я знаю, что многие этого не любят, хотя хочется сказать. В общем, надеваю очки и готова исследовать Касабланку. Мы на нашей первой локации в Касабланке. Собственно, самое, наверное, знаковое сооружение Касабланки — это огромная мечеть Хасана II. В принципе, это и было построено, как нам рассказала экскурсовод, в качестве главной достопримечательности, для того, чтобы люди останавливались в Касабланке, для того, чтобы они, ну, была главная достопримечательность, и на пожертвования выстроили здесь вот такую вот красоту. Как я поняла, все это стоит 2 миллиарда долларов. Но то, что вы видите, это безумно красиво. Я постараюсь показать все это поближе. Просторно, красиво. И здесь, кстати, самый высокий минарет в мире, как нам объяснила экскурсовод, и как правильно, я надеюсь, поняла ее английский язык. Кстати, очень приятно, экскурсовод лучше всего говорила по-английски среди всех людей, которых мы встретили в Марокко, потому что здесь основные языки — это арабский и французский, и, соответственно, не все даже разговаривают по-английски, потому что, ну, третий язык учить далеко не всем нужно. Вот, сейчас подойдем поближе. Внутрь, я думаю, мы не пойдем, скорее всего, но снаружи мы постараемся все хорошенько так исследовать. Погода сегодня замечательная и очень располагает, конечно, к исследованию таких красивых мест.
Мы доехали до церкви, которая находится очень высоко. Мы долго-долго ехали по холму наверх. Что это сейчас было? Сори. В общем, церковь очень высокая и очень необычная, потому что 99% людей здесь, кстати, мусульмане, это очевидно, и всего 1% христиане. Мы приехали на площадь Касабланки, тут много очень людей, прям по меркам того, что мы видели до этого, довольно многолюдно. Ну, это не то, что вас очень сильно, мне кажется, впечатлит. Сахарная вата, попкорн. В целом, как в провинциальном городе, но при этом, конечно, вот это здание, по-моему, театра. Сахарную вату я бы, кстати, заточила. Вот снимаю для вас видео, и что-то мне резко захотелось сахарной ваты. Хотя надо уже дотерпеть до ужина. Ну вот как-то, ну вот не могу понять, передает камера эту атмосферу или нет. Какие-то машинки торгуют какими-то пластиковыми игрушками. Вот эта часть, наверное, все-таки не впечатляет. Как-то не хочется здесь сильно тусить. Хотя все остальное, конечно, на контрасте. Все-таки Марокко — страна контраста. Тут сейчас просто кусочек для тех, кто смотрел влог с Милана. И тут прям откровенный приветик Полине. Полин, я думаю, что тебе бы очень понравилось на этой площади. Ну, что видишь, здесь отгорожено. Голуби отдельно. Хотя нет, они очень активно летают. Ну, в общем, еще один страшный кошмар многих людей. Такое обилие голубей. Сегодня очередное максимально доброе утро. Как говорится, no Photoshop, no makeup, только мое чуть-чуть обгоревшее лицо. И я сегодня проснулась не просто в номере, я проснулась сегодня в хамаме, потому что что-то произошло со сплитом, что действительно я проснулась просто в бане, очень жарко, открыла хоть сейчас балкончик. И сегодня по прогнозу погоды передавали дождь. Дождя нет, но просто очень облачно. Ну так вот, собственно, на моем балкончике. И, если честно, это прекрасно. Это прекрасный повод сходить в спа, потому что я человек до солнца жадный. Мне жалко тратить лишнюю даже минуту где-то в помещении, если на улице солнце, а там, например, сейчас там ноябрь, и в России я знаю, что погода не очень. Я очень жадная до солнца. Поэтому теперь у меня есть официальная причина не жариться на солнышке, а пойти в спа. И еще очень забавная история. Дело в том, что вчера я не пошла на обед и хотела скушать персик, который лежал у меня с дня заселения. Я просто подняла этот персик, и такой плесени я и не видела никогда в своей жизни. Вот такой вот длинный плесень, я не преувеличиваю, у меня есть даже фото доказательства, реально, я даже сфотографировала эту плесень, хотя у меня нет отдельного альбома с плесенью, вы же понимаете, но настолько это меня впечатлило, и настолько это испортило мне аппетит. В общем, урок такой: в теплых странах, в номерах, где довольно тепло, не храните, дети, фрукты. Я надеялась, что съем этот персик через 3 дня, но нет. У климата свои были планы на этот счет. И сегодня у нас будет кулинарный мастер-класс и будет мастер-класс по гольфу. От мастер-класса по аквабайку я отказалась, потому что я не любительница вообще велотренажеров, даже под водой. Так что спа, кулинарный мастер-класс и, конечно же, мастер-класс по гольфу, а в 8 вечера мы уже улетаем обратно в Москву. Еще одна фишка моего стиля в эту поездку. Ну, я думаю, вы уже поняли, да? Не идет тебе черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей. Хотя, знаете, на фотках вы не увидите так много черно-белого, потому что я в основном была в бежевых брючках. Еще сегодня я планирую надеть максимально что-то цветастое, ну, потому что мы в Марокко, не было повода. Так что сегодня, наконец-таки, изменю своему черно-белому гардеробу. Все время ходила с такой вот сумочкой поясной. Кстати, она мне очень нравится, она какая-то no name, но я ее ношу как бы через плечо, то есть не как поясную сумку. Мне очень нравится, как так смотрятся образы, так что в моем инстаграме все сможете увидеть. Еще одну очень крутую фишку сейчас вам покажу в своем номере. Короче, эта кнопочка, вот так вот нажимаете, и она, знаете что? Она включает душ в синий цвет. То есть ты купаешься, а горят синие огоньки. Не знаю, меня это очень успокаивает. Я вечером, когда купаюсь, выключаю остальное освещение, остаются только эти 4 синие лампочки. И после этого я там через 1,5 минуты максимум уже готова спать.
Это, наверное, с этой целью все-таки и делалось. Не знаю, может, у вас есть другие предположения, для чего делалось это освещение? Абсолютно никому не интересная рубрика «Что Алина ест здесь на завтрак». Сегодня скромная версия, потому что решила, что хватит как бы жрать. И это божественная лепешка. Я не знаю, что это. Кто знает, напишите обязательно мне в комментариях. Но это просто безумно вкусная лепешка. Она, конечно, жирненькая, но очень вкусная. Овощи для того, чтобы вы думали, что я питаюсь правильно. Сыр мой любимый с белой плесенью. Но не той плесенью, что на персике, вы же понимаете. Это какой-то омлет с семгой. А это какое-то просто незаконное творение. Это вареное яйцо в сыре каком-то плавленном и еще в яйце. То есть это вообще что-то запрещенное. Ну все, я максимально отдохнула в спа, собралась. Теперь я готова идти на кулинарный мастер-класс. Потом у нас будет, кстати, мастер-класс по гольфу. Я, конечно, небольшой фанат этого вида спорта. Пробовала несколько раз, ездила, но как-то... Мне кажется, что я еще морально как-то не доросла до этого вида спорта. Вот такой вот у меня сегодня, как я обещала, немножко восточный прикид. Потому что, ну, где еще, как не в Марокко, собственно, накидывать такую рубашечку. И собрала волосы. Сегодня без макияжа день, потому что будет перелет. Буду в самолете наносить масочку. Поэтому весь день без макияжа. Тем более, да, вы тут сейчас видите, что лицо у меня красновастенькое, потому что вчера кто-то перегрелся на солнышке, как бы заслушалась подкастами. И все, и вот теперь... такой вот Пикачу. Но зато повод походить без макияжа, чтобы кожа отдохнула. Только кремик, свежесть. Ой, как мне будет недоставать теплого времени года, когда можно вот так вот все время ходить без тонального и наслаждаться жизнью. Потому что я больше люблю, когда у меня лицо такое немножко загорелое. И оно первое светлеет, поэтому тональный спасает. И когда он не нужен, это просто лучшее время моей жизни. Ну все, мы попали, там есть хлеб, мы в порядке, мы попали на кухню, нас провели на кухню. Надеюсь, можно снимать? В общем, здесь у нас... оказывается, мы не туда пришли. Короче, я тут поснимаю, как выглядит кухня в отеле. Ни разу не была. И тут наш шеф Себастьян, который будет нам Настю Метью рассказывать. Я думала, мы будем дальше готовить. Нет, нас завели в комнату, где мы будем есть. Представляете? Запотела рыбка. Жарковато. Вот у нее там сейчас хамам настоящий. У рыбки она запотела. Ну, мы официально заточили основные блюда и теперь пошли на десерт. Потому что здесь другая команда немножко. Здесь другой кондитер. И здесь божественный просто шоколад. Просто нереальный бельгийский. Неожиданное включение, история века. Мы пытались попасть в свой номер, а из-за того, что мы выселяемся сегодня в 8 вечера, по общим правилам отеля выселяются же люди все-таки в 12, наши карточки не работали. И как бы хорошо, что была уборщица, я попросила ее открыть наши номера, потому что девчонки уже собирались врываться на ресепшн, это очень долго. Ну вот, знаете, надо попросить. Они думали, что нам откажут. А уборщица нам открыла. И это очень приятно, на самом деле. Лучше попробовать, да? Ну все, мы выдвигаемся на гольф. И поедем на гольф-карах, конечно же. Не своими же ножками идти калории тратить-то. Чего мы их зря, что ли, потребляли у шефа? Чтобы сейчас их так легко потратить? Нет, нет. Мы обязательно прокатимся. Так, а мы же все не поместимся. Да, я думаю, на 6 человек. Девчонки поехали без меня. Ну, все, увидимся в Москве, девчонки. Встретимся. Реально, я еду одна. Ну что? Я буду первее. Давайте на перегонки. Нет, вы будете первее. Ну все, еду я одна, короче. В своем VIP отдельном гольф-каре. Мы вас обгоняем, на обгон идем. Все. Блин, ну что-то мой водитель как-то отстает, надо притопить.
Я могу побежать ногами, ускорить его. Топи, дорогой, топи. Давай, обгоняй его. Мы должны быть первые. Просто вы не понимаете, насколько медленная скорость сейчас нашего движения, что это очень смешно со стороны смотрится. Ну все, наконец-таки мы вырвались вперед на втором лежачем полицейском. Вот второй гольф-кар отстает. Такие вот дерзкие у нас тут гонки, да? Мы приехали в гольф-клуб. Посмотрите просто, здесь мало того, что, да, розовые держатели для клюшек, ну вы видите, да, ситуация? Это просто идеально, это гольф для детей. Ничего себе. С детства можно максимально прививать любовь к этому виду спорта. А это наш инструктор. Nice to meet you. Тут прям фитнес-зал. Вы посмотрите. Хорошая ситуация для того, чтобы здесь фитнесом. Я бы здесь фитнесом скорее позанималась. И бассейн. Но не всегда в гольф-клубах есть фитнес-залы. Вот такая вот красота, да. Хорошо. Ох, мягонькая. Мягонькая. Приятно ходить по травушке. Сразу такой старческий позвоночник расслабляется. Ай-яй-яй, какая цаца. Посмотрите на это здание, собственно. Очень симпатично. Очень зелено. Короче, мы идем пить, тренировать свои удары здесь. Нам тут же подготовили клюшечки. Выложили их. Соответствует нашему количеству. Да. Always 5 area starting. So as I told you, we have the first difference is the numbers. Это было четко. Ну что, мы поиграли в гольф. Я думала, что это абсолютно не мое занятие и вообще мне не понравится. Я как-то пробовала, было неинтересно, но сегодня, что вы думаете, играла, пока мозоли не лопнули. То есть настолько мне понравилось. Так что ждите закрытия моего блога и начала карьеры гольфистки. Нет. Нет. Это прикольно, но не на постоянку. И это реально вызывает некое ощущение потливости во время игры. То есть я думала, что это абсолютно не потливая игра, скажем так. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и у меня получилось передать свои эмоции и впечатления от этой поездки. Я знаю, что было не очень много супердинамичных кадров, но я думаю, что это мотивация вернуться в Марокко еще раз и снять какие-то другие достопримечательности, потому что эта страна действительно стоит того, чтобы отправиться туда не один раз. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока!